Было, конечно, черти что. Ну, не все же мы идеальны. Ладно. В продолжении моих прогулок по городу я бы хотела снять такое видео, такой обзор на украшения американских домов накануне различных праздников. И сейчас я хочу снять видео накануне Хэллоуина, как американцы украшают свои дома, ставят очень много тыкв, ставят различных кукол интересных в виде ведьм, в виде скелетов. Ну, у кого что, кто на что гораст, у кого на что хватает фантазии и денег, естественно, потому что это стоит не так все дешево. Ну, дешево для кого-то дешево, для кого-то дорого. Кто на что хочет тратить деньги или насколько шикарно хотят украсить свой дом. Но так что сейчас я вам все покажу, какие есть идеи для украшения и сколько примерно это стоит. Наткнулась на интересные факты о Хэллоуине. Вылезла мне заставка на компьютере. Я начала читать, что, оказывается, в 2018 году американцы накануне Хэллоуина потратили на конфеты больше $2 миллиардов. Миллиардов долларов. Как мне папа сказал, что да, я был в этом же числе. Зачем они столько тратят на конфеты, так дети обычно приходят накануне Хэллоуина, стучатся в дверь и просят конфеты. Это то же самое, как у нас каледование во время рождественских колядок. Ну и люди покупают всякие разные конфетки и дают в качестве угощения. Но это, конечно, crazy. Это вот я хотела показать, как в Америке бывает. Точная помойка, вот так все сваливают. А вот 50 метров от этой помойки позади очень-очень красивый дом, офисное здание с ухоженной территорией, с постриженным газончиком. Ну, в принципе, вот такая вот Америка, вот такое вот закулисье. И, значит, про Хэллоуин тоже прочитала в этой статье, что в Нью-Хэмпшире, это соседний штат, где мы живем, они рекордсмены по покупке тыкв для украшения своих домов. И в Нью-Хэмпшире было куплено больше 30 тысяч тыкв для украшения домов. Ну, на самом деле, конечно, когда это смотришь, как это все украшено, то да, это очень-очень красиво. Особенно, когда такая золотая осень, когда листочки так падают красиво. Ну, это, может быть, того и стоит. Я хочу прогуляться туда к речке, увидела. Здесь сделали такие ступенчики, можно спускаться. Что-то как-то все вырубили. Не очень, конечно, красиво. Ну, может быть, в следующий год это все красивой травкой зарастет. Не знаю, посмотрим. Вообще меня поражает такая разница погоды в России и в Америке. Сегодня уже на улице октябрь месяц, а погода, где я иду в футболке, на улице 24 градуса тепла. Ну, вот так вот поставили скамейку. Скамейка вообще просто новенькая, покрашена. И вот это, наверное, так вдоль можно как мини-парк пройти. И, ну, что-то здесь все нарубили. Может, конечно, так будут все убирать. Вот так посидеть и посмотреть. На другой стороне тоже вот стоят скамеечки, там можно сидеть. И сено закатано для лошадок. Но это, скорее всего, уже частная территория. И туда входу нет. Это только с этой стороны можно посмотреть. Это еще один большой, не знаю, минус или плюс Америки, что, наверное, 95% земли это все частное. И вход на многие территории запрещен. Пришлось опять надеть маску, потому что проходили люди. И как здесь соблюдается карантин,
как здесь соблюдается карантин, что все абсолютно ходят в маске. Если ты без маски, то на тебя таращится, и ты уж прям себя неловко чувствуешь, поэтому даже если ты не хочешь, ты ее одень. Вот еще одна картина с закулисья. Сейчас машина проедет. Смотрите, если с другой стороны пройтись, очень украшенный, красивый дом, а сзади просто свалка. И вот мы приближаемся к первому. Смотрите, какая красота. Это всего лишь ландри. Сидит женщина такая. Посмотрите, сколько много тыкв. Вот здесь сколько? Раз, два. Порядка 20 тыкв. Красота. А вот здесь красиво поставили велосипед. И отрисуйте там маленьких тыковок тоже. Штук 10 тыковок есть. Так. Пойдем дальше. Буквально каждый дом украшен вообще. Вот тоже поставили цветочки и различные маленькие и большие тыквы. Различного цвета они бывают. Они бывают как оранжевые обычные тыквы, так и зеленые, желтые, не знаю, пупырышчатые разные, с длинными хвостиками. Ну, сейчас пойдем и вы все увидите. Ну вот, так украшен другой дом. Лежит перчатка. Не знаю, кто эту перчатку потерял. Но так симпатично украшена. Большая тыква и даже висит кольцо. Но я почему-то думаю, что... нет, кольцо. Я подумала, что это от Крисмаса у них осталось. Ну, там, в принципе, на этом колечке листочки кленовые. Посмотрим дальше. Все еще карантин, люди обходят тебя, шарахаются, отходят на 2 метра. А вот это вот небольшая гостиница. Вот так они тоже украсили. Такие вот белые, большие, оранжевые тыквы. И также, если обойти с другой стороны большую гостиницу, небольшой отель, то здесь такие 2 тыковки на входе и там еще большая тыква. Дальше идем. Напротив той маленькой гостиница. Ух ты, желтый упал чуть не на голову. Опс, второй. Чуть не на голову не приземлился. Напротив, значит, этой маленькой гостиницы большая. Тоже украшена, очень много цветов. Очень все цветное. Кстати, сколько они стоят. Но здесь что-то очень дорого. 9 долларов. Вот, кстати, про конфетки я говорила. Вот они уже все их выставили. Вот разные мармеладки, маленькие печенюшки, шоколадные. Все будут куплены для Хэллоуина. Чуть не пропустила этот дом. Посмотрите, какая красота. Сколько тыков? 3, 6, 9. Здесь их 8, 10, уже 20 я начитала. 25 тыков. Ну, это какая-то небольшая тоже гостиница. Как частная. О, они даже наверх поставили на окна, посмотрите. Среди цветочков. Очень красиво. И здесь вон тоже очень много поставлено тыкв. Ну, это посчитаем с предыдущего отеля, что если одна большая тыква стоит, мы сейчас видели, 8 долларов, 8,99, но эта цена достаточно высокая. Я видела, что такую тыкву можно купить и за долларов 5 или 6. Но вот у них было таких тыков 25 и еще тыкв 15 поменьше. Ну, это посчитайте. 6 на 25 и еще и 15 маленьких тыкв, которые стоят от 3. В зависимости от, конечно, от типа, от формы. Они стоят от $1 до 3-4. Поэтому... О, смотрите, какой красивый лайт. Вот и получается, что такое украшение вон там. Сейчас приближу немножко. Завалено было очень много. Завален овощ. Ой, красота.
Чуть было ветрено несколько дней, поэтому все засыпало листьями, но их потом почистят. Вот вы считаете, что получается, что около 200, иногда $300. И это тоже такая тыква. Похоже, не знаю, на птицу или на кувшин. Класс. Из сухих шишек сделано. Вот такие вот всякие штучки. Я так понимаю, что это какой-то магазинчик в академии. Посмотрим, что дальше. Украшен. Еще мне очень нравится, посмотрите, все продается. Цветы такие в горшках сразу продаются. Они их, естественно, сами никто не пересаживает. Они просто покупают в пластмассовом горшке, вставляют в более-менее симпатичный горшок, и вот так все красиво растет. Буквально каждый дом вот так вот украшен. Все это красиво. Вот на каждом заборчике никто ничего не берет, естественно. Это у них вот так уже буквально месяц, наверное, где отдыхают, сидят. Я опять иду в маске, потому что иду в самом центре города, и здесь маску пустить просто вообще никак не получится. С моей кукурузой. Заходила в магазин, купила кукурузу для барбекю. Сейчас иду вокруг города и буду уже идти домой. Я говорила, что это просто магазинчики идут вдоль. И вот магазинчики все украшены тыквами. Вот так. На салоне с кукурузой. Вот еще напротив дом украшен красиво. Сейчас я приближу. Вот так вот. Небольшими тыковками. Тоже в клумбах навесных маленькие тыковки. Вот смотрите, какой прикольный у них дизайн. Вот. Ну вот, сколько? Такой скелет стоит $, наверное, 50. Ну, может, 50, конечно, я загнула, но $30 точно. И у них 5 больших тыков и 4 маленькие. Вот они потратили где-то $150 на украшение своего дома. Сейчас я подхожу к дому, который мне больше всего нравится, как украшен. Вот там у них небольшой домик, видимо, они там живут, а вот этот дом, он агентство недвижимости. Так выглядит. Так выглядит очень красиво. Сам, конечно, дом очень старый, но все, в принципе, живописно, очень красиво сочетается с цветами и так тыковками. Вот здесь ставлю красиво. А вот там вот уже церковь. Вот еще несколько домов в этом ряду. Ну, этот ряд весь такой симпатичный очень. Ухоженный дома. В этом доме тоже поставлены очень много маленьких тыковок на каждом столбике. Вот так симпатично украшен. Все газончики пострижены. Идем к следующему. Здесь ограждено лентой, наверное, не собираются здесь делать забор. Не знаю, что это ремонтируют. Вот, посмотрите, какая красивая. $8-9, наверное, стоит точно. Никто ничего не берет. Просто наслаждаются видом. Все вот так станочки пострижены. Все красиво. Вот такой вот домик. Пойдем дальше. Вот этот дом мне очень нравится, как украшен. Вроде ничего особенного, но у них очень много маленьких тыковок вдоль забора на каждом столбе. Смотрите. Давайте читать. 1, 2, 3, 4. Не знаю. Много. Вот так вот. И у них еще возле входа там тоже венок. И несколько тыковок лежит на полу. Красиво. Пишите, какой дом вам понравился больше всего, как украшен. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и, конечно же, не забудьте подписаться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!